Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и мы продолжаем с вами проходить Half-Life Black Mesa в VR. Вот, собственно, да, вот в этом видео у меня наконец-то будет голос, да, потому что первое видео получилось без голоса. Ну, вообще, как бы не судите строго, как бы первый блин, он всегда должен быть комом. Вот, собственно, а то для меня было как бы первая моя попытка записывать геймплей в VR, и это оказалось, ну, не так просто, как записывать обычные игры, плоские игры на экране. Вот, есть свои нюансы, тонкости, вот, и пришлось, конечно, подзаморочиться немного, даже иногда не немного. Ну, короче, надо было разобраться. Вот, в этом видео у нас есть голос, эта проблема решена. Вот, и теперь у вас, по идее, должно быть немножко лучше с обзором, должен быть увеличен FOV. Хотя он может быть немножечко, вот сейчас у меня по идее пистолет как, ну, по центру, но он может быть немножечко смещен вправо. Вот справа может быть немного больше видно, чем слева. Вот, но это особенности записи, я пока, ну, как мне кажется, это пока лучший вариант. В прошлом варианте вроде бы изображение было более по центру, но FOV был довольно маленький. Плюс здесь, в этом видео сейчас должна быть стабилизация самого видеокадра небольшая, поэтому как бы вам должно быть смотреть поприятнее, вам должно больше видно быть и меньше трясти. Надеюсь, это так. Вот. А еще я хотел бы ответить еще на один вопрос, который мне задали в комментариях. Вот, собственно, по поводу того, каким образом я запустил непосредственно не первый Half-Life оригинал, вот в VR, так как на данный момент в Steam официально присутствуют VR-моды для Half-Life 1, Half-Life 2 и Half-Life 2 эпизод 1, эпизод 2. Вот. А мы сейчас играем именно непосредственно не в оригинал, а в Black Mesa. Вот. Но как я это сделал, сейчас я скажу по той причине, что как бы самой Black Mesa, да, немножко это начало видео у нас будет разговорное, пообщаемся, а дальше потом продолжим прохождение. Мне это, конечно, очень интересно, потому что серия Half-Life я практически не знаком. Я когда-то, очень много лет назад, когда еще был маленький, играл в первую часть, но с Half-Life у меня была такая история, что это игра, которая мне не то, что не понравилась, я не мог никогда сказать про эту игру, что она плохая. Вот Half-Life, дерьмо, мне не нравится. Нет, у меня с Half-Life была такая проблема, что... не проблема. Ну вот что-то у меня с этим сеттингом, с этой историей, с этими персонажами было так, что, ну не знаю, меня не цепляло. Я наигрывал, 2 попытки были, я примерно одинаково доходил, это где-то там с разбивкой в полгода было, это где-то мне лет 10-11 было, наверное, может даже младше. И как бы вот, ну не цепляло, не затягивало, не знаю, мне не хотелось продолжать. Мне не то, что что-то не нравилось, но, блин, мне неинтересно было дальше. Вот. Но так, я еще, кстати, ну, человек, который там очень лет 25 ждал VR, прихода в наш мир, в мою жизнь в частности, вот. И я всегда понимал, что в VR, вот в VR, для меня, я пройду все игры, которые, ну, они все будут для меня крутые, которые вот как бы я когда-то не проходил, ну, те, естественно, что я и проходил, то еще тем более, вот даже те, что я не проходил, они будут крутые. Ну, собственно, вот, настало мое время знакомиться со вселенной Half-Life, пока мне, в принципе, все вкатывает. Вот, и вернемся к тому, как же я запустил Black Mesa конкретно в VR. Вот, Black Mesa, непосредственно Black Mesa в VR запустить нельзя. Не знаю почему. Да, ты прям за мной следишь, братишка? Видишь, что в лицо целюсь, это неправильно. Я могу и пальнуть. Вот, непосредственно саму Black Mesa в VR запустить возможности нету, по той причине, что я не знаю, ну, все, я думаю, кто, особенно фанаты, знают историю этого долгостроя намного лучше, чем я. Вот, но так как игра клепалась 16 лет, и, я так понимаю, далеко не одним человеком, и разным, короче, вот, физически, как оказалось, ну вот, да, как я знаю, конечно, я вообще не разбираюсь в этом, я не создаю VR-моды для игр, но вот как оказалось, как я читал, выяснял, ну, нет возможности почему-то вот Black Mesa запустить в VR, из особенностей там вот этой через 3 колена сборки самой игры, создания, вот, не одним человеком, разными способами, короче, нет. И вот это, то, что вы сейчас видите у нас на экране, у вас на экранах, и я, собственно, у себя вокруг, это Black Mesa, полностью пересобранная на движке Source для VR. Я не знаю, это один человек делал или не один, вот, но это какая-то титаническая колоссальная работа какого-то прожженного фаната или фанатов, как по мне.
Вот. И вот он, благодаря этому человеку, этим людям, у нас есть возможность пройти Black Mass в VR. У меня до этого стоял выбор проходить либо оригинал Half-Life 1 в VR, либо Black Mass, но на плоском экране. Вот. А я хотел Black Mass в VR, но этот вариант я найти не мог, но потом, как оказалось, нет ничего невозможного благодаря умельцам, старальцам и фанатам. Вот, собственно. И что нужно для того, чтобы, вот, собственно, поиграть в Black Mass в VR. Я надеюсь, она будет полностью играбельна и полностью проходибельна, потому что я читал, что есть ряд проблем и багов у людей с ними. Да, у меня у самого было, у вас на совести это не видно, потому что я монтировал. Но был момент, когда еще в начале игры ты спускаешься, вот, как бы одел костюм и спускаешься в этот, я не знаю, как реактор, не реактор, чтобы, вот, ну, эксперимент с этим камнем проводить, когда, собственно, каскадный резонанс случился. Вот, там лифт открывался, и я думал, что, ну, все, вот и зафейлено прохождение. И ноуклип не помогал, потому что с ноуклипом, когда ты пролетал сквозь дверь, дальше локации не прогружалось. Вот, и я думал, все, прохождение закончилось толком не начавшись, но потом там по какой-то чистой случайности, когда я не спускался на лифте, а упал с него, лифт спустился, и скрипт сработал. Вот как-то так. Поэтому я так понимаю, и я это и читал, и сам прекрасно понимаю, что вот наше прохождение может полниться такого рода вещами. Вот. Ну а что нужно, чтобы в это поиграть? Ага, вам нужно. Ну, типа, я расскажу, что я делал. Сначала я приобрел лицензии, ну, то есть всех Half-Life'ов. Ну, первый, то есть недавно раздавали, кто успел, в честь 25-летия. Собственно, я не знаю, это как раз и будет такой как повод торжественный для меня начать знакомство с легендарной вселенной. Вот. Вам, ну, я получил первый Half-Life, купил второй, сейчас там скидки большие были, и потом второй эпизод 1, второй эпизод 2. Собственно, к ним всем добавил в библиотеку свою VR-моды. Всех установил, хотя, говорят, можно не обязательно все игры устанавливать, главное, чтобы они были у вас в библиотеке Steam. Вот, но как я рассказываю, как делал я. Короче, добыл все Half-Life в Steam, установил их абсолютно все, и Алекс в том числе, но Алекс сюда не относится, но он просто у меня есть, решил похвастаться. Вот, и, собственно, дальше. Установили все Half-Life, установили все VR моды, ну, добавили в библиотеке, не в мастерской Steam есть. Вот, их не надо нигде отдельно на сторонних ресурсах искать, это все есть в Steam, прямо непосредственно в мастерской. Вот, добавили эти моды. Потом я еще опционально для себя, там, для всех возможных вариантов добавил русские локализации, там, и звука, и текста. Вот. По какой причине я это делал? Вот для того, что, как бы, все части Half-Life, включая Black Mass, абсолютно есть полностью локализированные на русский язык, и тексты, и озвучка. Вот. Но не вот это пересобранное Black Mass на соусе. Так как я понимаю, ну, автор, наверное, этого всего был не русскоговорящий, все здесь на английском. Вот. И русифицировать у меня нормально это все дело не получилось. Единственное, как вы могли видеть, у меня был русский текст в меню. Нет, вы не видели, потому что я видео начинал не с меню. Ну, короче, русский текст у нас присутствует только в меню. Ну, и то частично, видите, возобновить игру, там, сохранить игру, при этом quick save. Ну, частично есть русский текст хотя бы у меня. Вот. Озвучки русской нет, и даже русских субтитров на текст нет. Ну, извиняйте, у меня, правда, благо для меня это небольшая проблема, я английский довольно хорошо понимаю, но для тех, кто нет, это, конечно, будет, ну, проблемкой такой вот. В плане локализации она есть, ее, возможно, как-то можно решить, но я способа не нашел, но вообще на английском, благо у меня хоть текст какой-то получилось на русском сделать, и еще там что-то местами, иногда что-то на русском вылазит, но вот как здесь, видите, вот у меня жизнь, костюм, да, блин, кстати, как-то на шлем поправить надо, мне не четко так видно этот GC костюм надпись. Ладно. Вот, собственно, и для того, чтобы русская локализация хоть частично работала, вам надо зайти во все эти Half-Life, второй, там, ну, эпизод 1, эпизод 2, короче, все там поставить на русский язык. И потом, когда вы будете запускать Black Mass эту в VR, вам нужно, чтобы у вас обязательно был запущенный Steam. Оно-то будет работать и без запущенного Steam, но без запущенного Steam никакого русского текста вообще и близко не будет. Steam обязательно должен быть запущен. Собственно, добыли все Half-Life, в мастерской VR-моды на них установили, я тут загибаю пальцы как будто, но тут оно, эти нижние три
сразу могут втроем только зажаться. Ну вот я их и зажал. Вот, 3 пункта я уже сказал. Вот, добыли, установили в мастерской, подписались на VR-моды. Потом мы идем на... Куда ты смотришь? Я охренел, он так просто посмотрел резко вверх вот туда, да, вот как сейчас. Потом он моим прицелом иногда дергает. Вот. Не понравилось, что я много о нем говорю. Вот, он так смотрел просто в этот угол, я так сейчас думаю, я повернулся, я поохренел, если бы я повернулся, где кто-то стоит. Это было стрёмно. Особенно, если этот ваш легендарный Half-Life G-Man. Я пока не знаю этот. Я знаю, что этот мужик в стокинге, но кто он, что он, я не знаю. То есть я вообще, ну и насколько я понимаю, это одна из самых больших загадок во вселенной Half-Life, кто этот тип. Вот. И потом я отвлекаюсь от инструкции. Извините, начало серии немножечко затянуто, с разговорами и все такое. Вот, чтобы вам скучно не было, могу покидать бочку. Вот. И, короче, скачали, добыли VR-моды, идем на Nexus Mod Manager, на Nexus Mod сайт. Nexus для модов есть такой. Nexus Mod Manager — это утилита. И там мы, собственно, находим Black Mesa Source, по-моему, VR. Ну или просто Black Mesa VR. Я думаю, это не так сложно будет найти на Nexus, потому что, по-моему, там он один. Вот. И она сейчас бета-версия, вторая уже бета-версия. Вот. И, собственно, вот мы качаем его, этот мод. Ну, там вам лучше, конечно, найти инструкции в интернете, потому что это все дело, конечно, по инструкциям. Вот. Но надеюсь, этот мой, краткое объяснение руководства поможет кому-то, ну, особенно человеку, который задавал вопрос в комментариях. Вот, мы качаем этот мод с Nexus, вот, сам VR-мод этот. И, собственно, по-моему, все. Да, вот. И вот с этим всем установленным выше, что я перечислил, с этим скачанным модом, мы, собственно, можем вот играть в то, что вы сейчас видите на экранах. Надеюсь, эта информация была полезна, кому-то это помогло, особенно тебе, товарищ, в комментариях. Ну а мы продолжаем наше прохождение. Так, в прошлом ужасно убили эту... О, куда ты поехал? Жирненькую тушку. Я не знаю, это... Что это такое? Мне безголовую собаку напоминает, внутрь которой засунули огромную малину просто. Я не знаю, что это. Ладно, двигаемся дальше. О, малыш, я не хочу с тобой общаться. Так. Этот может нас харчить, насколько я помню. В его язык лучше не попадаться. Так, а можно я ему скормлю тебя? Ну ты маленький. Можно тебе представлять? Ой, какое оно мерзкое, господи, не дай бог такое в реале встретить. А ну, таких будет? Ты только глянь, силой мысли дистанционно магнитишь. А это не получилось проглотить, а? Тю, ну ты даешь, а я думал, ты его прям сожрешь. О! Это чё? Горящая бочка. А кто мне ее кинул? О, слышь? А ну пошли. Давай, ну, лом на всякий случай, я тебя буду бить ломом. Если ты выживешь, если он тебя есть не захочет. Ты захочешь его есть? О! Приятного аппетита, братишка. О! А у него, ты глянь, ты прям откусил этого хэдкраба-то, а? И вот исхарчил, и даже не подавился, ничего не выплюнул. Ну ладно. О, так, стоп. А, ты меня сейчас схарчил. Что ж нас тут ждет, а? О! Дружище, а ты там остался, да? Но я тут дверь открыть, наверное, не смогу. Это что было? О. Кто тут? Ты кто?
Аня услыхает. Это кто был-то, а? Кто это? Господи. Это... Ну его нахер. Что это за пришельцы, да? Че вообще творится? Я очень слабо знаком со вселенной Half-Life. И это очень хорошо. Это я рад, что я вот до погружения меня... Руку просунуть можно. Please, move back. Окей. Короче, я очень рад, что я вот до погружения в VR во вселенную Half-Life очень плохо и мало знаком с этим всем, что тут у вас творится. И это круто, это так круто вот знакомиться с чем-то новым в VR. Когда ты играешь во что-то, что ты уже знаешь, это совсем другие ощущения. Когда ты играешь что-то, которое ты никогда не играл, это как, ну, ты реально в жизни оказался в месте, где ты никогда не был. Вот, это вот так воспринимается, это, блин, реально очень круто. Так. Что у нас тут? Ну, пистолет сегодня. Бери! Что такое? О, правой можно, да? Потому что там пистолет сюда был. Так, фокус патронов. Четкость изображения достраивать, так, 19:67. Вам на экране обычно все, ну, я смотрел, когда видео, все гораздо четче. Все надписи, все всегда четко видно. Ну, вот эти надписи я тоже четко вижу. Но вот те, что иногда близко, или вот такие вот, как вот эти вот, не знаю, голографические, типа на руках и на пистолете, ну, не совсем четко. Вот. Чем дальше, чем четче я текст. Так я вообще текст прочитать не могу. Цифры, потому что небольшие, а вот текст, ну, где-то так достаточно. Не знаю, конечно, центрировать шлем может больше, но ну, ладно. Братан, у тебя там сзади отворилась. Еще... можно тебя и так забить. Ты давай же. О, бля, я еще и стекла вам побью. Ладно, стекла не будем бить. Так, я мог не свалиться, а? Gordon, is that you? Is it safe? Фу. Никого больше? Oh, Вылазь. oh dear. Вылазь, I я do завалил believe тварь. I've soiled myself. Что ты там? Run along, Freeman. I've some sordid business to attend to. Ясно, я понял. Ты никуда не пойдешь. Ну окей. Опа. Так, стоп, а нам-то куда? Угу. А нам в тот люк, да, все же прыгать? Ох, красота какая. Едаки. Я слышу, где-то валают эти. Так, а ну, хочешь тебя удовлетворить? Он все бочкой кинул, не? Слышь, да я тебя ломом забью. На! Мой могучий лом. А? Не знаю, как вообще на самом деле для фанатов и всего прочего, но мне кажется, что основные символы как бы Half-Life. Воу, что произошло? Так, я надеюсь, запись-то продолжается. А ну-ка, секунду. У меня тут проверки идут. Да, вроде бы продолжается. Не знаю, у меня какой-то такой тут странный баг только что был. Я не знаю, меня что, бочку засосало, что? Вот, ну, короче, мне кажется, главные символы Half-Life — это лом и костюм Фримена. Ну, и сам Фриман, естественно. Давай. Мой могучий лом!
Да, короче, прикольно. О! Приятного аппетита, братишка. Ты, может, откусишь, не? Что ты как-то... Ты только хэдкраба с головы, да, откусить можешь? Этим бочкой-то сделал можно нормально? Блять, не попал. Не, короче, тебе... Ля, ты бочку? Ты его бочку решил скормить? Козёл! Ты нахер. А ну, кушай. Кушай. Он тебя бочкой пытался накормить. Братва, а куда мне надо? Собственно. Лестницы нет. Ну то вентиль, наверное, поможет. Вентиль поможет нам. Поможет нам. Я уверен, что вентиль поможет нам. Я одну рукой буду. Мало ли сейчас. Воу. Резко уровень воды начал повышаться. Вот. Мама моя. Психолог? Где? Фу. Да, это я там, где и думал. Я выйду. Отлично. Восстановлена шатрика. Кстати, оп, не то, надо восстановиться. Да, и, кстати, в этом видео, в этой серии не должно быть мышки на экране. Там еще курсор мышки был на экране. Сейчас, по идее, его не должно быть. Он-то вылазит. Тут есть особенность, его убираешь просто. Но когда я захожу там, в меню паузы, чтобы сохраниться, например, он опять появлялся. Вот, и его физически было мышкой убирать с экрана. Ну, благо в OBS есть функция отключить запись курсора. Больше его, я думаю, видно быть не должно для вас. Так. Все стрёмно тут полазишь. И базиться бродить, конечно. То хэдкраб? По-моему, то хэдкраб. Но стекло, по-моему, армированное, я его, скорее всего. Это что за звук я только что слышал? О! Я тебя видел! Да, я тебя и слышал, и видел. Очень ты маленькая. Я не хочу, чтобы этот парень мне на голову запрыгнул. Поверьте, дети не очень вообще мерзко, страшно выглядят. Это не на плоском экране на них смотреть, когда особенно они в лицо тебе прыгают. Хоть ты вылез, ты оттуда вылез? А я туда могу залезть? Показалось, когда я присел, что кто-то здесь крабик спрыгнул куда-то. Слышите? Давайте я поближе туда подойду. Ага. Этот краб мертвый, да? Ну да, и охранник мертвый. А как я... Ага, я через вентиляцию туда. Я так и думал, что не просто так там. Большая красивая вентиляция. Ни хрена не прочитаешь. Стоп. А где мой лом? Деревянный ящик, что можно ломать. Пополнили броню.
Так, конечно, мне очень не хочется, чтобы на меня кто-то здесь в туннеле вылазил, вентиляции. Бо это, блин, в узком пространстве не очень неприятно с крабиком сталкиваться. На какой хер бы мне тут нужен был? Ну да, мы в ту комнату спрыгнем. Опа. Так. Гребаный мерзкий укур вроде. Нахер. Так. Кассетки. А видик можно посмотреть? Нет? А чё? Что кассета это была? О! Я вообще так кружку хотел взять. To me, to you. To me, to you. Тебе, мне, для тебя, для меня. Что? Это охранник. Ну, это явно не Зен. Надеюсь, они живы. Прикольные пацаны. Так, а что как-то как-то вообще шо мне тут? Вообще как-то... Ага, мне как-то что-то вообще того, да, наверное? Ну да. Опа, дверки открылись. Открылись дверки. Шо и все. Осталось, а? Тут такая... собственно... А, мне на лифт, да? О, мне этот лифт напоминает лифт из Resident Evil 4. Наградным планшета, это планшетка. Маленькая, да. Лифт, спуск, как в Resident Evil 4. В оригинале, во всяком случае. В ремейке не помню, было, нет? Но в оригинале был. О, вот как к чему пойти, давайте как-то сделаем. Подождите, я не буду тут в такой обстановке с вами стрелять. Ой, монтировки! Давай! Давай! Что это? Меня по такому никто не предупреждал! Какого хера? Что происходит? Что за нашествие, бляха-муха? Идите нахер! Я сейчас упаду в реальной жизни, грёбаный! А можно? Идите нахер! Пожалуйста, идите нахер от меня! Я? Где кровать? Вот кровать. Я же не упал. Вы чё? Какого? Фу, я хоть не сильно покоцан. Как? Я чё должен был? Откуда востока, блядь? А ну-ка. Блядь. Пошли нахер. Куда пополз, засранец, бля. Фух, так, тут шкаф, да? Бляха-муха, это, ну, что-то, короче, я... А куда это? Я вообще шо увидел туда и спрыгнул? А что? Нахуй? Хер, козёл, блядь. Где Бойма? О, я подобрал. Эу, Родни, а ты где там? А? Братишка, я ж тебя видел. Фу, ладно, сюда-то хоть можно? Японский бог, это, конечно, ну, чуть жестко было. Я-то сюда, по-моему, доходил 20 лет назад, когда мне было 10. Сейчас помню уже, как вспоминается, когда уже это произошло, но я в VR был к этому не готов. Если честно. Сколько их там летело? Это что это?
Летающие хэдкрабы, блядь. Новый вид врагов? Дайте что-нибудь. Так, а кружка, я смотрю, и тут, да? Значит, фулфулова ваша кружка. А не, хотя, может, тот охранник там работает, а это тут. Нет, верни. Ладно. Ну, давайте. Я из уважения к вам, веселым парням, поставлю кружку назад. Ну, блядь, главное, на столе. Фу. Знаете, ну вот как-то я совсем прям охренел немного. Декабрь, декабрь. 25 это Рождество, Новый год, там все. Это... О, патроны, да? Почему-то только этой рукой не берутся. Так, а что мне тут, собственно... А, я чисто на рандоме спрыгнул в какое-то место, куда мне и не надо было. Я чисто тут патроны, да, и броню пополнить смог. Я понял. Я думаю, куда надо пришел, тут еще чувство на панике. Ну ладно. А шо, как вообще? По ящикам вообще что-то есть? Ну, иногда что есть. Я не могу понять. По всем, блин. По вот тем маленьким желтой наклейкой. Уроды! Я, блядь, вас... Так, а тут что? Тут что-то есть? Без электричества только не. Что у нас? Ничего? Все. Ничего нет. Вот на то. Так. Я разбиваю все ящики, мало ли что. Посмотрите, ну пока, как я вижу, да, это чисто вот в этих маленьких ящичках желтой наклеечкой что-то добывает. А что, все у меня максимум 150 запасных и 19 обоями, 169 патронов это максимум, да? Ну хорошо, ладно. Будем знать. Ой, о, братишка! Братишка! Как у тебя тут? Все хорошо? Дружище, я так рад кого-то живого еще найти. Где ты? Ты что, спрыгнул? О, фу. Сразу через этот забор. Это, извиняюсь. А что это только что было? Да, и почему упал? Там дырка была. Братанчик, ты стоишь? Стоишь, да? Я не знаю, я тут где-то провалился. Это было странно. Ну да ладно. Чё за... Ладно, пошли, тут какие-то аномалии, пошли. Ну, что-то странные вообще вещи происходят. Ой, куда дальше идти-то? О, бля, открылось, ничего себе. Тут люк какой-то. Братан, ты чё молчишь? Давай пообщаемся. Я в ахере от того, что происходит. Для тебя это нормально? У вас тут часто такое? А? Куда вы видите? Смотрите, вы что-то видите, чего я не вижу я?
Мне не нравятся эти звуки, честно говоря. Это кто, хоть крабы? Что это? Ты кто? Ты как бы... Кто, тварь? Это вообще, ну, нормально? Я тебя не убила? Ты куда ты лупишь-то так? Там уже хоть крабами начали питаться. Чудовище, блядь. Вида невиданного. Ну попало. Blood toxin levels detected. Я пытаюсь по бочке попасть. Оно не сдохло? Так, нет, оно не сдохло. Слышь? А ты не хочешь туда еще к бочечке пройти? Слышь, друг, а ты... У тебя ствол тоже есть, ну... Ты не хочешь как-то подсобить мне, что ли, блядь? Я вообще не понимаю, кто это, что это, откуда оно взялось, зачем оно тут надо. Я не знаю. Оно сдохло! Оно сдохло! О, мне даже ачивку какую-то дали. Оно сдохло! Оно, мать вашу, сдохло. Я так рад. Что я думал, вообще воевать придется очень долго. Или вообще можно ли с ним воевать? Я думаю, может это я дурак, патроны трачу, может какой-то на тот люк идти. Но в тот люк мне, походу, по-любому надо идти. Хотя я могу тут спрыгнуть, вроде как. Но... Что за звуки-то такие? Где-то что-то ломается, сыпется. Я, короче, не знаю. Давайте засейвимся. Наш путь мы уже продолжим в следующей серии. Потому что мне сейчас надо заняться определенными делами в реальном мире. Вот. Но, надеюсь, наше погружение во вселенную Half-Life вам нравится так же, как и мне. Так что мне эта игра, ну, на данный момент лично очень доставляет. Вот в VR прям это вот топ-топов, как по мне. Да. Вот. И, надеюсь, как бы мои советы в начале по поводу, как это все поиграть самому, были полезны. Вот. И вы обязательно присоединитесь ко мне в моем продолжении моих путешествий по виртуальным мирам, в частности в Half-Life, а в планах вообще намного больше, не только Half-Life. Вообще в VR будет очень много. Я надеюсь, если все будет нормально. Так что приглашаю вас на следующие серии. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, если все хорошо. Пишите комментарии, если есть какие-то вопросы или просто вам хочется пообщаться. И жду вас в своих следующих видео. Всем удачи, всем пока!